Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». И я его создатель и ведущая Екатерина Варади. Сегодня 90 дней с тех пор, как ушел наш младший сын Ваня, Иван. Это не юбилей, просто круглая дата. И без нее я, наверное, была бы намного счастливее. Хотя потом я начинаю задумываться, вот когда такая мысль приходит, а что было бы, если? И вот я сталкиваюсь с ловушкой слова «если». Если бы Ваня не ушел, я бы была намного счастливее. Если бы он выжил, если бы он поправился, если бы болезнь отступила. Но как оно было бы на самом деле, я не знаю. И если вспомнить, да, что было последний год, последние 10 месяцев перед его уходом, и представить себе, что да, тогда в реанимации он бы выжил, но мы жили бы дальше каждый день, от перевязки к перевязке, от кровотечения к кровотечению, от надежды к новой надежде. И вот тут понимаешь, что почему нет сослагательного наклонения. Мы не знаем, как бы оно было. И я безумно скучаю по Ване, но я совершенно не скучаю по его страданиям. И вот если меня спросить, хотела бы ли я продлить его жизнь вот этой такой ценой, да, что мы продолжаем за ним ухаживать, как мне сказал муж один раз, когда Ваня ушел, я был бы готов ухаживать за ним в этой комнате до конца его жизни или до конца своей жизни. Я ему сказала: слушай, а ты уверен, что он бы этого хотел, чтобы в этой комнате за ним ухаживали? И, в общем, мы не знаем, по большому счету, что бы было, но вернуть его болезнь вместе с Ваней я не хочу. И кроме того, что Ваня сейчас сам освободился от боли, от страха, от болезни, от смертности как таковой, да, он обрел свободу. И, как ни странно, свободу от страха обрела также я. Да, я заплатила огромную цену, страшная потеря, самая страшная потеря на свете – это потеря ребенка. Я заплатила эту цену и потеряла не только сына, но и очень близкого друга, потому что у меня с детьми складывались всегда такие отношения с обоими, что приходило время, когда я их перестала воспитывать уже, ну, практически, вот Ваньку я еще понемножку воспитывала, потому что он еще поздно так повзрослел, но все равно в последнее время он стал мне скорее другом. Да, я там периодически наезжала, там ходи, делай то, делай это, но все равно мне очень не хватает именно его дружбы, вот какой-то поддержки, знаете, вот чисто такой уже мужской поддержки, вот мужского плеча, когда он мог утешить как-то, помочь. Причем я не имею в виду помочь в плане поднять сумки, да, и этим тоже, но я имею в виду именно каким-то вот душевным или даже духовным способом, потому что Ваня, он таким не по годам был мудрым и очень, ну, он же верующий человек был очень всегда и есть, остается. И для него, например, очень было всегда нормальным, вот если я, например, ссорилась с кем-то, там, он мне говорил: мам, ну ты же знаешь, что надо, да не заходит солнце ваше в гневе вашем, нужно помириться перед сном. Ты же сама мне об этом рассказывала. Ты же мне говорила: вот помолись, и это пройдет. И вы знаете, вот этот вот момент, когда твои слова мудрые, они тебе же прилетают обратно, и ты понимаешь, что у тебя выхода нет, ты должен быть верным до конца, то есть если ты что-то сказал, ты должен так и делать. И очень многие вещи многим вещам Ваня меня учил, так же, как и учил меня Саша. То есть это вообще всегда, наверное, друг друга учим. То есть это вот момент, когда мы друг с другом живем, мы все в хорошем или в плохом плане для друга тренажеры. Это моя такая любимая мысль. И если у меня такое ощущение, но это как бы тема, наверное, вообще для особого выпуска, что если ты в своей жизни встречаешься все время с одной и той же проблемой, то тебе надо поискать корни в себе. Потому что, как правило, тебе дается один и тот же урок в жизни, пока ты его не усвоишь. Вот в тот самый момент, когда ты его усвоил, тебе этот урок перестает прилетать, скажем вот так вот. И вот смотрите, сейчас у нас очередной день отпуска. Отпуск продолжается. Это такой очень странный отпуск.
Потому что, с одной стороны, я чувствую, что это отдых, что это отпуск, я наслаждаюсь им, наслаждаюсь близостью своей семьи, мужа, старшего сына, невестки, которая для меня как дочка, Джека, естественно. Общаюсь каждый день с родителями по телефону. То есть я вот наслаждаюсь этим спокойствием в том плане, что все равно на работу ты не идешь, не делаешь кучу дел, ты отдыхаешь. Но в то же самое время мне совершенно не хочется бегать по достопримечательностям, осматривать город, делать то, что обычно там ходить в бассейн, я не знаю, ходить по магазинам, делать то, что делают обычные туристы. У меня было такое раньше, но раньше у меня были такие угрызения совести. Ну, к тому же рядом, как правило, был Ванька, который, как и я, очень любит ходить с гидами везде, узнавать что-то новое, поэтому мы с ним составляли такое ядро нашей семьи, которое, значит, с флагом в руке шли за гидами и говорили: ребят, не хотите, не идите. Но, как правило, все равно с нами все шли, потом благодарили, потому что мы видели новые города, новые страны совершенно с другого угла. А сейчас я осталась одна, и я, в общем, понимаю, что у меня даже сейчас угрызений совести нет, потому что я раньше жила одна, имеется в виду я сама с собой, а сейчас мы живем вдвоем, я и горе. И оно диктует совершенно другие потребности. Я чувствую, что мое тело просит отдыха. И именно поэтому я не чувствую никаких угрызений совести по поводу того, что большую часть времени я нахожусь в комнате. Приходят мысли, что зачем надо было платить столько денег для того, чтобы отдыхать в комнате и выходить только для того, чтобы там пообедать и погулять с собакой. С другой стороны, я понимаю, что дома ты никогда так не отдохнешь, потому что всегда остаются обязанности, все равно ты близко для всех, и так не отдохнешь однозначно. И я уже слышала раньше о том, что действительно горе диктует свои условия. И ты понимаешь, что стресс, который в тебе, очень сильно напрягает, очень сильно утомляет, причем ты этого даже не ощущаешь, ты просто чувствуешь все время, что тебе надо себя соскребать вот так в кучку для того, чтобы встать, для того, чтобы что-то сделать. И вообще сегодня была такая очень интересная история, когда мы очень долго гуляли с Сашей, разговаривали, в основном разговаривали, кстати, по делам, по тому, как мы будем создавать YouTube-канал для нашей галереи. На мной все уже хихикают, что типа с тобой уже вообще невозможно не говорить ни о чем, кроме Ютуба. Ну, раз уж так, давай с тобой поговорим об этом. Вот. И после этого я пришла, мы немножко все вместе посидели, поговорили, и я стала чувствовать, что я просто засыпаю. И какое-то время, наверное, где-то с 12 до 2 я так полуспала, полубодрствовала, и мне безумно не хотелось вообще ничего делать, никуда вставать, шевелиться, ничего. А получается, что у меня же как бы обед перед собой, что я каждый день делаю, в конце дня делаю выпуск. Я понимаю, что если я этого не сделаю, то мне, безусловно, зрители меня простят, но я себя не прощу. То есть это вот такой момент, когда я все равно встала и стала делать. И вот что самое интересное, что вот это такой очень философский выпуск сегодня, он родился прям сам. Вот практически как будто мне его кто-то во сне или в полусне надиктовал. Такая интересная штука, потому что не было никакой мысли заранее. Вот вдруг я проснулась с совершенно готовым содержанием, с тем, что я переживаю и как. Вот. И сегодня возник тоже разговор. Часто мой муж вообще говорил эту фразу и сказал: сегодня я потерял сына, чего мне еще бояться? Ну, я могу сказать, что есть еще чего бояться, потому что у нас еще есть второй сын. Но в какой-то степени я понимаю, о чем он говорит, потому что масштабы страха после того, как ты пережил такое горе, они, в принципе, изменяются очень сильно. То есть чего ты можешь бояться действительно после этого? Ну, потери денег, да. Действительно, деньги, они, с одной стороны, Ваню не спасли, с другой стороны, они дали возможность нам попытаться его спасти, потому что если бы он остался в Венгрии, он бы умер на год раньше. Мы дали ему дополнительный год жизни и человеческие условия жизни. Он жил практически как временно больной человек и себя ощущал таким же образом. То есть не было ощущения, которое бы, безусловно, у него возникло в Венгрии. Но, тем не менее, я поняла цену денег. То есть они нужны, это хорошо, когда они есть, но дать спасение от смерти, сохранить твою любовь они не могут. То есть цена понятна. Бояться сделать чего-то не так, сделать какую-то ошибку. Опять же, болезнь Вани, то, как я за ним ухаживала, период после, он показал, что каждый
вот каждое решение мое, наше семейное, было принято всегда с желанием помочь. Мы всегда располагали какой-то базой данных, которая находилась в тот момент в нашем распоряжении. И не было ни одного случая, когда мы отмахнулись бы от чего-то для того, чтобы жить спокойнее. То есть сказать, не будем мы вот это делать, чтобы нафиг это все отдохнуть. Вот такого не было ни разу. То есть мы делали все для того, чтобы Ваню спасти. И да, безусловно, я уверена, что мы делали ошибки. Но получается, что без ошибок ни один из нас прожить не может. Потом, может быть, эти ошибки выясняются, но после драки кулаками не машут. Это, во-первых. Во-вторых, покажите мне человека, который все сделал, всю жизнь прожил идеально и не сделал ни одной ошибки. Я думаю, что кроме Иисуса Христа таких не было. Вот. Все когда-либо ошибались, все делали что-то не то. И поэтому, честно вам сказать, я не очень хочу рвать на себе волосы и думать, если бы, что было бы, потому что это ничего не изменит в сегодняшнем дне, но зато очень сильно отравит мою жизнь, потому что, опять же, я буду судить себя сегодняшними глазами, а я вчерашняя, этих вопросов, этих сведений у меня не было, я не знала своего будущего. Поэтому, да, сделать ошибки и сделать что-то не то я не боюсь. Поссориться с кем-то. Вы знаете, опять же, настолько я поняла цену человеческой жизни и цену человеческих отношений, она настолько высока, что я не хочу рисковать ни одним человеком из моего окружения, потому что я настолько поняла, что каждый человек – это вселенная, каждый человек, он ценен по-своему, и тратить время на ссоры и на разборки, когда ты понимаешь, что вот каждый день тебе дается один раз, это просто, по-моему, непростительная глупость, когда ты понял уже, что стоит жизнь на самом деле. Вот, тогда, в принципе, что еще остается? Пожалуй, я могу сказать, что остается у меня один страх. Страх потерять веру, потому что вместе с ней, я говорю про себя, потому что у меня эта вера есть, и вместе с ней из меня точно пропадет человечность или большая ее часть. И вот это для меня на самом деле страшно. Вера меня держит в течение всего этого времени. И надежда и уверенность в том, что моя жизнь нужна. Именно поэтому, потому что я осталась почему-то жить, значит, у этой жизни есть цель, поэтому я продолжаю жить. Я продолжаю работать, я продолжаю рисовать, я продолжаю делать канал, я делаю какие-то добрые дела, я занимаюсь своей семьей. То есть я продолжаю то, что мне выпало, потому что для чего-то оно было нужно. И именно в этом мне помогает вера. И у меня нет признаков того, что я теряю веру совсем. У меня есть скорее рост благодарности. Другой вопрос, что это рост непростой. Это рост через боль, через слезы, через там какие-то депрессивные моменты. Но все равно благодарность, она у меня превышает. Вот. И я сказала, что вместе со мной, то есть я живу вместе со своим горем на пару. Мы стали такими близнецами. Но мне, пожалуй, я бы сказала, что даже не близнецами, а тройняшками, потому что вот у меня все время ощущение, что вместе со мной живет и Ваня. Вот как я говорила, что крестик его висит на мне вместе с моим крестиком. То есть я как будто бы проживаю свою жизнь из-за него тоже, как будто бы смотрю на мир и его глазами тоже. И вот это, знаете, такое странное ощущение, что он во мне, и также ощущение есть, что он извне, снаружи смотрит на этот мир и смотрит, знаете, так, как взрослые смотрят на детей. То есть как человек, который знает намного больше. Как человек, который понял, что такое свобода, который понял, что такое жизнь на самом деле. Не то, что мы считаем жизнью, а то, что является жизнью на самом деле. И он знает вообще то, чего мы не знаем и даже не можем предположить в силу своей человеческой ограниченности. И
Вот поэтому у нас в семье, естественно, сейчас ведутся разговоры по поводу веры, по поводу там относительности времени, по поводу разных измерений, по поводу там перевоплощения и так далее. Вот честно вам сказать, я не верю и не хочу верить в бесконечное перевоплощение, потому что я, ну, во-первых, христианство верит в личное воскресение, то есть воскресение человека со своей личностью, со своей памятью и даже своим телом, только немножко имеющим уже другую природу и не способным к смерти, к болезням, к боли и так далее. Но одно дело, что верит христианство, другое дело, во что хочу верить я, потому что я, да, христианка, но вот человек же не теряет свободу воли. Он в рамках даже своей религии, он может сказать, вот в это верю больше, в это верю можно, меньше. Вот честно вам сказать, даже если бы моя религия не так верила, я бы все равно верила так, потому что я хочу там встретить не общее добро, не какую-то личность, которая 15 раз перевоплощалась, соответственно, у нее 15 раз были другие родители и 15 раз были разные личности. Я хочу встретить моего Ваню, которого я знаю. Я хочу быть собой тоже. Не человеком, который там в очередной раз перевоплотился или там, я не знаю, является прежде всего не вот Екатериной, Катей, как я, а кем-то другим, да, дочерью Бога, но вот непонятно каким-то обобщенным образом. Я хочу быть собой. И я хочу встретить Ваню, и не только Ваню, я хочу встретить там моего ребенка, который не родился. В нем я говорю о своем выпуске «Замершая беременность». Я хочу увидеть моих бабушек и дедушек, моего свекра, моих многих близких и знакомых, одноклассников, которые уже ушли, и всех, кого я знала, о ком я слышала, кого я любила. И я хочу там встретить их. И вот это тот момент, за который я держусь и который держит меня как якорь. То есть наша общая жизнь, наша общая память сохранится, я в это очень-очень сильно верю. И в то, что, понимаете, в то, что я его узнаю, и он меня узнает, тоже ведь важно, да? Не просто, ну, хотя, наверное, там все действует вообще по-другому. То есть я знаю сны людей, которые видели своих нерожденных детей, и они их узнавали, несмотря на то, что эти дети там выросли. То есть вот они не родились, но они выросли. То есть вполне может быть, что я встречу молодого человека, который будет старше, чем Ваню или девушку, да, которая будет старше Вани. Потому что он не родился, но он душа, которая была сотворена Богом, он ушел туда и там продолжает жить и развиваться. Почему мы будем думать, что там застой? Мне кажется, застой – это смерть, а мы же говорим про вечную жизнь. Вот, так что, как финал, наверное, я могу сказать, что все это будет. Я в это верю, я это знаю. Но это будет тогда, когда для этого придет время. Когда это будет, не знает никто. И пока я стараюсь это время не терять. То есть каждый день, который мне дан, каждый час, который мне дан, я пытаюсь использовать на полную катушку. Не в плане того, что пить, гулять и веселиться, а жить так, чтобы вот когда я встречу Ваньку, уж я не говорю о том, что встречу свою святую покровительницу, святую Екатерину, встречу ангела-хранителя, встречу Господа Бога с Богородицей. Ну, вот это мои такие фишки, да, как верующий человек. Ну, даже, предположим, я не верующий человек, но я встречу Ваню. Мне как-то очень не хочется краснеть перед ним и шаркая ножкой объяснять, что в этой жизни я сделала не так, когда вот его не стало здесь, на земле, в этой плоскости. То есть мне хочется прожить эту жизнь достойно своего сына, который умер достойно, который жил достойно, и которого я бесконечно люблю, так же, как бесконечно люблю своего второго сына, мужа, родителей, всю мою семью, всех моих родственников, всех, с кем я встречаюсь на жизненном пути, включая тех, кто меня смотрит. Да, я молюсь за всех вас каждый вечер, потому что, вы знаете, степень родства, она не определяется кровью, она определяется чем-то другим. Вот, и у меня ощущение духовной связи с вами. Вот вы будете смеяться, скажете, какая-то странная женщина. Вполне может быть, что и так. То есть никогда не знаешь со стороны, как ты выглядишь. Но у меня как-то, знаете, такое полное ощущение, что
Я сейчас встаю и делаю эти выпуски, вот сегодня встала, мне очень не хотелось, я делаю выпуски не только для себя, я делаю их для тех, кто будет их смотреть. И я ощущаю свое единство с этими людьми. Безумное сочувствие тем, у кого намного больше. Есть люди, которые пишут, у которых горе несравнимо больше моего, которые потеряли не одного человека, а многих в течение очень короткого времени. И у меня сердце разрывается от того, что я не могу им помочь. Хотя очень-очень хочется. Я просто пытаюсь послать всем вам немножко силы. Много у меня нет, но немножко, сколько есть, послать ее вам, вас всех обнять и сказать, что мы все вместе. Мы держимся рука за руку и будем такими, будем всегда. Мои дорогие, я вас всех очень люблю. Я надеюсь, Бог даст, что завтра я снова выйду в эфир. Обнимаю вас всех еще раз. Спокойной ночи, хорошего дня, доброго утра, в зависимости у кого что наступает. Держитесь, ребята, ищите свет. Даже в самом темном помещении есть свет, который отражают глаза кошки. Откуда-то он там берется. До свидания, мои дорогие.